Приветствую, друзья! После внушительных успехов у всяких маленьких компаний мобильным сегментом ЦАПов заинтересовались и более серьезные игроки. Те же ТРН в своем новеньком TE Pro предлагают два флагманских чипа от Cirrus Logic, народный Contour на USB, поддержку SPDIF, небольшой монохромный дисплей, функцию подавления щелчков, DSD и до 240 мВт мощности на 32 Ома нагрузки. Да, концепция в общем нам знакомая, но важен лишь результат по звуку и, конечно, его энергопотребление. О данном ЦАПе и говорим. Поехали! Поставляется аппарат в небольшой картонной коробке. В комплекте шла наполненная всякими нюансами инструкция и неплохо выглядящий двусторонний Type-C кабель. По железу в нем стоит два флагманских конвертера Cirrus Logic CS43198, два же усилителя Riccar RT6863 и Contour CT7601 на USB. PCM поддерживается до 32 бит 768 кГц, а DSD до DSD 256. По мощности у нас 125 мВт на несимметричном выходе и до 240 мВт на 32 Ома нагрузки на балансном, чего хватит даже для в меру тугих полноразмерных наушников. Особого нагрева я здесь не заметил, шумов в паузах тоже нет, зато имеется небольшой монохромный дисплей. В меню можно выбрать гейн, цифровой фильтр, включая Non-OS, версию UAC, подкрутить баланс каналов, аппаратно устранить щелчки, настроить параметры дисплея и переключить 3,5 мм разъем в режим цифрового SPDIF. Корпус у ЦАПа металлический, за исключением стеклянной задней части и небольшого экрана спереди. На боку имеем 3 многофункциональные кнопки, а по торцам Type-C вход и два выхода 3,5 и 4,4 мм джек. По потреблению TE Pro тоже красавчик, всего 78 сотых ампера. У конкурентов, напомню, от 0,1 до 15 сотых ампера. Драйверов на официальном сайте я не нашел, но тут установлено решение от Contour, так что будет вам ASIO, даже не сомневайтесь. О стоковых WhatsApp и говорить не приходится. Ну и все мобильное и построенное на Linux заведется автоматически. Если же этого вдруг по какой-то причине не случилось, просто включите в меню режим UAC 1.0. Это для всякого старого железа и современных игровых приставок. Измерения я проводил в 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на ACP и Ванда Космос, где получил заметное доминирование балансного выхода над несимметричным, причем не только во взаимопроникновении каналов, но и в гармонических искажениях. На 4,4 мм гармоники достигают минус 138 дБ, а на 3,5 мм минус 120 дБ. При этом АЧХ везде прекрасная, высокий динамический диапазон, шумы на уровне минус 156 дБ и интермодуляционные искажения от минус 128 до минус 125 дБ. В процентах THD составляет умопомрачительные 0,04% на балансном выходе и достойные 0,15% на несимметричном. Дополнительная нагрузка в 32 Ома никак на АЧХ и другие характеристики не повлияла. То есть все просто великолепно. Звучит аппарат четко, напористо, ближе, наверное, к нейтральности, но без той отстраненности, что мы увидели у Acclaim PD6. Скорее наоборот, в нем я чувствую магнетичность и гораздо лучше выраженный вес. По уровню и возможностям они друг другу почти не уступают, а вот характер при схожей техничности, динамике и чуть ли не дотошной прорисовке материала подается
звучаться у них по-разному. В Acclaim он более вкрадчивый и слегка смягченный, в то время как TE Pro дерзкий, выразительный и даже немного музыкальный. Без сочности, как в тех же Letshui DT-03 или Artemis 39 от 7 Гц, но с ощутимым объемом, глубиной и той самой голографичностью. Для всего скоростного и тяжелого это, как говорится, то, что доктор прописал. Какой-то особой агрессии на верхах у него нет, они чуть подсвечиваются, но больше для акцента, скорости и лучше очерченных границ у инструментов. Воздуха в звуке достаточно, бас глубокий с неплохими текстурами, ну а серединка четкая, аж до прозрачности, поджарая и прекрасно артикулированная. Все с ним звучит, насколько это вообще возможно, драйвово и подробно. Сцена раскрывается, но прямо глубокой я бы ее не назвал. Для любой академической музыки этого более чем достаточно, однако сам я люблю еще сочнее и по аналоговому мягче. То есть это скорее вариант для тех, кто предпочитает максимально честный подробный звук, чуть-чуть лишь сдобренный певучестью. Для всего же живого и вокально ориентированного я бы смотрел на тот же Celeste CD20, который при прочих равных звучит прямо душевнее. При этом все здесь хорошо сбалансировано и до педантичности аккуратно. Возможно, не столь масштабно и комфортно, как у тех же Celeste, зато не менее слаженно, с той самой искристостью на верхах и ярко выраженным напором, которым не мог похвастаться даже Acclaim PD6. Самым же серьезным конкурентом ему я лично считаю SMSL D10. Пусть он построен на более дешевых компонентах, не имеет экрана и всей той кучи возможностей, но сцена у него чуть ли не на голову выше, отчего выигрывает и общий характер, и проявляется тот самый элемент благородности звучания. Да, рисовка у ТРН точнее и жестче, отчего выигрывает вся тяжелая и злая электронная музыка. Но вот с джазом, всем оркестровым и вокальным, это уже не так гармонирует. Напомню, что ТРН TE Pro входит у меня в 4 лучших ЦАПов на конец текущего года. И, как вы понимаете, это очень достойно. Звучит он реально просто потрясающе. Все же, о чем мы сейчас с вами говорим, нюансы и многочисленные оттенки, слышимые только умудренными опытом меломанами. Всегда держите это в уме. Герой обзора – это то, чем должен быть действительно хороший нейтральный звук, а следовательно подходит он не только для музыки, но и для игр и, конечно, профессиональной работы со звуком. Итогом мобильный ЦАП ТРН TE Pro брутально выглядит, как какой-нибудь маленький радиатор. Имеет множество полезных настроек, типа подавления щелчков, выбора фильтрации, гейна или баланса каналов. Умеет выводить звук через SPDIF, дает просто фантастического класса измерения и, заметьте, это при внушительной выходной мощности. Поддерживает тот самый фильтр Non-OS, ASIO интерфейс и UAC почти всех существующих ревизий. То есть его можно использовать, например, с телевизионной или вашей игровой приставкой. По звуку он максимально нейтрален, хлесткий, напористый, довольно подробный, с явно прослеживающейся музыкальностью и более-менее реалистичной тембральной частью. На нем лучше слушать всякое драйвовое, скоростное, очень агрессивное и требовательное к высокой степени прорисовки материала. Это один из лучших ЦАПов на конец 2024 года, так что всяким электронщикам, рокерам и металлистам стоит к нему присмотреться. А у меня на этом все. Это был мобильный ЦАП ТРН TE Pro. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра!